15 августа 2010 года. 49-летняя Дайан Кайн лежит мертвая на кровати в своей спальне. Ее сын Кевин в панике звонит в службу спасения, крича оператору, что отчим убил его мать. Через несколько минут на номер 911 поступил еще один звонок из того же дома. На этот раз это Билл Кайн, муж Дайан. С трудом переводя дыхание, Билл заявил оператору, что его пасынок задушил мать. Всего 3 человека находились в доме, один из них мертв, только 2 знают правду. Убил ли ее мужчина, которого она считала своей второй половинкой, или ее жизнь отняла ее плоть и кровь? Звонки были тем необычнее, что сделаны в разгар разворачивавшейся драмы. Один человек звонит и говорит правду, второй уже понял, какая история позволит ему выйти сухим из воды. Трудно поверить, насколько изощренным должен быть ум у этого убийцы. Город Семинол находится в округе Пинеллес, Флорида. Именно здесь Билл Кайн жил со своей женой Дайан и ее сыном Кевином. Билл описывает Дайан как девушку мечты. Они познакомились в начале 2000 года, когда Билл заметил очень красивую женщину возле салона ногтевого сервиса, которым она управляла вместе со своей сестрой-близнецом. Они перебросились парой слов, и Дайан продолжила заниматься своими делами, но красивая женщина не выходила у Билла из головы. Он должен был найти способ познакомиться с ней. Билл подговорил дочь и отвез ее в салон на маникюр. Заручившись поддержкой дочери, чтобы посещать салон, он набрался храбрости пригласить Дайан на свидание. Это был бурный роман, и меньше чем через 2 года пара сочеталась браком. 5 детей Билла были рады, что отец нашел новую любовь. Сын Дайан поначалу тоже очень привязался к Биллу и через 4 года жизни с отчимом решил взять его фамилию. Семья казалась очень счастливой, но не все шло гладко. Кевин всегда был единственным ребенком, центром внимания для матери. Теперь же ему пришлось въехать в дом, где жили 5 других детей с общими воспоминаниями, и он был чужаком. Двоюродная сестра Кевина вспоминает, что парню приходилось непросто, потому что другие дети его не принимали и относились к нему не лучшим образом. Однако к 2010 году все дети Билла уже выросли и начали самостоятельную жизнь. С матерью и отчимом жил только 23-летний Кевин. На тот момент Билл владел мастерской по ремонту автомобилей, а Дайан занималась бизнесом на eBay. Супруги считали, что выполнили свой долг по воспитанию детей и пришла пора наслаждаться жизнью только вдвоем. Они хотели купить новый дом. Кевин тоже понимал, что ему давно пора съехать, но у него не было работы, а значит, он не мог оплачивать свое жилье. Дайан и Билл даже пытались официально выселить сына из дома, но без работы ему некуда было идти, и мать всегда принимала его назад. Так все 3 продолжали жить в одном доме. 15 августа 2010 года было воскресеньем. В тихом районе, где жила семья Кайн, день начался как обычно, но тишина воскресенья не продлилась долго. Около 2 часов дня потрясенные соседи семьи Кайн через окно наблюдали, как Билл и Кевин буквально вывалились из дома и продолжили драку на лужайке. Пытаясь схватить пасынка, Билл сорвал с него одежду, но тот успел выхватить из кармана телефон и позвонил в службу спасения. Свидетелям казалось, что драка длилась целую вечность, но на самом деле отчим с пасынком боролись всего несколько минут. Наконец, Кевину удалось вырваться из схватки Билла, и он побежал к соседям, одетый только в нижнее белье. Билл вернулся обратно домой, где тоже набрал номер 911. Полиция прибыла к дому через несколько минут. В доме они нашли Дайан. Она лежала на постели в спальне лицом вверх. Сотрудники службы спасения заметили, что ее тело уже было холодным, что указывает на то, что ее могли убить за некоторое время до того, как поступили звонки на номер 911. Аутопсия позже показала, что ее задушили. Кевин ждал полицию вместе с соседями. Когда его спросили, что произошло, он рассказал, что прилег отдохнуть на диване, потому что восстанавливался после недавней операции, когда его разбудил отчим, похлопав прямо по шраму на голове. Билл заявил, что мать хочет с ним поговорить, и сказал подняться к ней в спальню. Кевин ответил, что ему плохо и он подойдет чуть позже. Но вскоре Билл приблизился снова и потребовал, чтобы пасынок немедленно поднимался наверх. Кевин послушался, но не успел он открыть дверь спальни, как Билл набросился на него сзади и провел удушающий захват.
Кевин успел заметить, что мать лежит на кровати неподвижно, а ее лицо синего, почти черного цвета. Он звал ее, но она, конечно, не ответила. Вырвавшись из схватки отчима, молодой человек бросился вниз, Билл за ним. Потасовка продолжилась в кухне, затем мужчины выскочили на улицу, где изумленные соседи наблюдали за дракой. Там Билл сорвал с пасынка футболку и шорты, но прежде Кевин успел выхватить телефон и позвонил в службу спасения. Потом он побежал к дому соседей и выпалил им, что отчим убил его мать. Вместе с ними он ждал приезда полиции. Когда офицеры допросили Билла, он рассказал совершенно другую историю. Утро того дня для семьи началось как обычно. Билл покосил газон и почистил бассейн. Позже они с Кевином собирались посмотреть гонки NASCAR. Но Кевин поднялся в спальню поговорить с матерью. Очевидно, они начали ругаться. Билл услышал, как жена вскрикнула «Кевин» и подумал, что она просто резко одернула сына. Но затем стало очень тихо. Минут через 5-10 он поднялся посмотреть, что происходит. Войдя в комнату, Билл увидел, что Кевин нависает над матерью и душит ее. Действуя быстро, он обвил парня руками и вытолкнул из комнаты. Драка продолжилась в кухне, а затем на улице. Билл пытался совладать с пасынком, но пожаловался, что тот был сильнее и швырял его туда-сюда, как тряпичную куклу. Когда Кевин наконец убежал вниз по улице, Билл не стал преследовать его, а вернулся в дом и из кухни позвонил на номер 911. Он заявил, что больше не поднимался в спальню, чтобы посмотреть, как его жена, жива ли она, может быть, она еще дышит. Естественно, полиция отвезла на допрос обоих мужчин. Тем временем офицеры опросили соседей о том, что они видели. Когда одна соседка, дав показания, уже собиралась уходить, она со вздохом произнесла: «Как ужасно, что это уже вторая жена, которая умерла в этом доме». Такого поворота полиция не ожидала. В подобных делах часто первое подозрение падает на супруга. Что было необычно в данном случае, так это то, что у Билла уже была жена, которая погибла всего за 8 месяцев до его встречи с Дайан. К моменту ее смерти в 2000 году 44-летняя Криста и 42-летний Билл прожили в браке 22 года и вырастили 5 детей в том же доме, в который позже переедут Кевин и Дайан. Утром в пасхальное воскресенье 2000 года Билл нашел жену в бассейне. Пока он вытаскивал ее из воды, дочь вызвала скорую помощь, но было уже слишком поздно. На голове женщины нашли травму, и следователи сделали вывод о том, что она вышла ночью из дома, споткнулась, ударилась головой и упала в бассейн. Билла никогда не считали подозреваемым, ее гибель признали несчастным случаем. После смерти жены муж получил $250 000 в качестве страховой выплаты. И это была только первая страховка, которую Билл получил за годы жизни. Создается впечатление, что мужчине невероятно не везло как в личной жизни, так и в бизнесе. Автомастерская и недвижимость, в которую он вложил средства, сгорели. За них он тоже получил страховые выплаты. Как минимум в одном из случаев подозревали поджог, хотя доказать это не удалось. Каждый из этих случаев по отдельности не выглядел подозрительным, но в целом ситуация складывалась необычная. Особенно важно для расследования на этом фоне выглядело то, что Дайан была застрахована на $750 000. Билла попросили пройти проверку на полиграфе, и он ее провалил, солгав на 2 ключевых вопроса по поводу убийства Дайан и того, что застал над ней пасынка. Что касается ДНК, то на шее Дайан не нашли ДНК ее сына, который, как утверждал Билл, душил мать. Зато на ее шее была ДНК мужа. Но полиция вынуждена была проигнорировать эту улику, потому что супруги спали в одной постели, и нет ничего удивительного в том, что на жене нашли ДНК мужа. Билла допрашивали 3 раза. Дважды он отрицал, что возвращался в спальню после драки с Кевином, но во время звонка в службу спасения он четко утверждал, что находится рядом с женой и пытается ей помочь. Когда ему предъявили эту запись во время 3-го допроса, мужчина признался, что заходил в комнату, но солгал, потому что, по его мнению, будет выглядеть лучше, если он скажет, что не возвращался в спальню, что там был только Кевин. Даже следователь поразился такому объяснению и спросил, почему это будет выглядеть лучше, на что Билл ответил, что не знает, но, конечно же, он знал. Затем в ходе того же допроса он отказался от своих слов и заявил, что все-таки не заходил в спальню после драки с Кевином.
Подозрение в отношении Билла вызывало и то, что сотрудник службы спасения, который осматривал Дайен, утверждает, что ее тело было уже холодным. А ведь он приехал всего через несколько минут после того, как Билл нашел пасынка, душившим мать. Но ее температура тела говорила о другом. У Билла также была история приводов в полицию. Между 1975 и 2014 годами его арестовывали 4 раза за вождение в состоянии опьянения. Так что Билл отнюдь не выглядел невинной овечкой и отдавал себе в этом отчет. Но как только следователи уже подумали, что это решенное дело и Билл ответственен за убийство жены, они выяснили кое-что, о чем не знали раньше. До убийства Дайен полиция неоднократно выезжала к дому семьи, и причиной тому был Кевин Кайн. Кевин всегда отличался вспыльчивым характером, и несмотря на первоначальную симпатию, у него испортились отношения с отчимом. Он частенько вел себя как мальчишка, задира, твердивший отчиму: «Попробуй, ударь меня, я вызову полицию и тебя арестуют». Много раз он действительно звонил в полицию, и каждый раз офицеры устанавливали, несмотря на то, что их вызывал Кевин, проблемой был именно он. Но в последнее время его поведение ухудшилось, и он начал проявлять агрессию даже по отношению к матери, оскорблял ее, запугивал. Ситуацию ухудшало то, что 23-летний парень не мог удержаться на одной работе, постоянно жалуясь на головные боли и предпочитая проводить сутки напролет за компьютером. Дайен считала, что сын просто врет о своем самочувствии, потому что не хочет работать, но в конце концов решила отвезти его в больницу. К ее ужасу она узнала, что у сына доброкачественная опухоль мозга. Ему провели операцию за месяц до убийства. Но не успел он полностью восстановиться, как мать с отчимом снова потребовали, чтобы он искал работу и свое жилье. И вот за 5 недель до крайнего срока, когда он должен был съехать, ее убили. На месте преступления собрали улики, которые окажутся очень важными для расследования. Прежде всего 5 небольших капелек крови, которые нашли на ноге Дайен и одеяле. У подножия кровати лежала сандалия, ее пара валялась у двери. Также на полу у кровати лежали очки. Как выяснилось, обувь и очки принадлежали Кевину, хотя он всегда утверждал, что не заходил в спальню. Понимая, что является подозреваемым, молодой человек сам потребовал проверить его на полиграфе и прошел проверку без проблем. Кроме того, его ДНК на шее матери не нашли, и Билл ничего не говорил о том, что на пасынке были перчатки. И все же на фоне спокойного и рассудительного Билла агрессивный молодой человек казался следователям более вероятным преступником. Прокурор не был уверен, что улик против Кевина достаточно, поэтому дело представили перед большим жюри. Если они сочтут, что улик недостаточно, молодого человека немедленно освободят. Адвокаты решили, что Кевин может дать показания в свою пользу. Но они не могли знать, что прокурор как раз получил отчет лаборатории о каплях крови, найденных на одеяле и ноге Дайен. Кровь принадлежала Кевину. Обвинитель дождался, когда Кевин поднимется на свидетельское место и прямо спросил, как он может это объяснить, если, по его словам, он даже не заходил в комнату. Кевин был застигнут врасплох и не знал, что ответить. Это смятение дорого ему стоило. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени и дело передали в суд. С учетом того, что истории мужчин так разительно отличались, равно как и мотив, обвинение сделало упор на улики. Они и сами не могли объяснить, как кровь Кевина оказалась в комнате. На парне были явные царапины после драки с Биллом, но он не возвращался в дом после потасовки. Однако прокурор утверждал, что вместе с его обувью и очками это доказывало, что он был в комнате, а не остановился в дверях спальни. Значит, он лжет. Адвокаты Кевина настаивали на том, что убийство совершил Билл, и его мотив был довольно очевиден – $750 000, которые он должен был получить по страховке. Однако присяжным не рассказали о смерти его первой жены и других страховых выплатах, которые мужчина получил. Не слышали они и звонок Кевина в службу спасения, только звонок Билла. Таким образом, присяжные не увидели ничего подозрительного в поведении Билла, а соответственно повода сомневаться в виновности Кевина. Молодого человека признали виновным в убийстве второй степени и приговорили к пожизненному заключению. Адвокаты Кевина немедленно подали апелляцию, уверенные как в невиновности подзащитного, так и в том, что апелляция будет одобрена.
Дело в том, что прокурору позволили рассказать присяжным о постоянных ссорах Кевина и Билла, о том, что Кевин часто звонил в полицию, чтобы насолить отчиму. Обвинение утверждало, что это демонстрирует, что Кевин был мальчиком, который кричит «волки», и его звонок после убийства матери якобы ничем не отличался от предыдущих звонков, когда он хотел переложить вину за преступление на отчима. При этом прокурор утверждал, что эта информация не имеет для обвинения большого значения. Адвокаты ухватились за это. Они заявили, что из-за этой информации у присяжных сразу сложилось негативное мнение о Кевине. Ссоры отчима и пасынка не имели никакого отношения к злости, которую, возможно, Кевин испытывал по отношению к матери или к обстоятельствам ее гибели. Кроме того, если эта информация не имела значения для обвинения, значит ее можно исключить и провести еще один суд. Тем самым они связали руки судьям апелляционного суда, и те отменили приговор Кевину. Второй суд прошел в начале 2015 года. Это был тот же зал суда, тот же судья, обвинитель и даже та же стратегия обвинения. Но адвокаты действовали гораздо более напористо, не просто предполагая, что убийцей мог быть Билл, а прямо обвиняя его в этом. Еще в этот раз Кевин рискнул занять свидетельское место. Он откровенно признал, что в 23 года был незрелым, неприятным, грубым парнем даже по отношению к матери. Но он никогда бы ее не убил, потому что мать была всем, что у него было. Давая себе небольшое пространство для маневра, чтобы объяснить некоторые улики обвинения, он добавил, что, открыв дверь спальни, мог сделать пару шагов внутрь комнаты. Но в целом продолжал настаивать на своей версии событий и на том, что к постели он не подходил. Интересно отметить, что хотя прокурор напирал на наличие крови Кевина в спальне, сторона обвинения по-прежнему не могла объяснить, откуда она там взялась. Под ногтями Дайен не нашли крови ее сына. В комнате не было острых предметов и вообще каких бы то ни было признаков того, что у Кевина шла кровь до начала драки с отчимом. Если бы Билл поцарапал его, оттягивая от Дайен, капли крови нашли бы и на лестнице, на кухне и улице, где они продолжали бороться. Но очевидно, Билл поцарапал Кевина уже на улице, и так как тот не возвращался в дом, эксперту обвинения пришлось фантазировать о том, что могло произойти. Ее теория заключалась в том, что Кевин плюнул или покашлял кровью на одеяло и ногу матери. Эта теория кажется притянутой за уши. Кевин не был нездоров настолько, чтобы кашлять кровью, убивая мать. Так откуда же взялись эти крошечные капельки? У защиты была версия, которая кажется более логичной и соответствующей уликам. Криминалисты изучили руки Дайен, Билла и Кевина, и единственной обнаруженной чужеродной ДНК была ДНК Кевина под ногтями Билла. После драки Кевин побежал к соседям и там ждал полицию, а Билл зашел в дом с кровью пасынка на руках. По мнению адвокатов, не нужно быть гением, чтобы предположить, что было дальше. Конечно, защите следовало заручиться поддержкой независимого эксперта. Но у них не было на это средств, потому что Кевина защищали адвокаты, предоставленные судом, поэтому присяжные слышали только эксперта со стороны обвинения. Но даже несмотря на это, они нашли повод для сомнения в виновности Кевина, который их предшественники не увидели, и молодого человека освободили после нескольких лет тюрьмы. Когда вынесли вердикт, Билл присутствовал в зале суда с новой женой. Он женился в 3-й раз на женщине по имени Таня. К сожалению, этот брак не продлился долго, и Таня умерла от рака в 2017 году. В 2018 году Билл издал автобиографию, в которой описал все свои утраты. Книга называется «Любовь, которая длится всю жизнь». А еще через год его обвинили в том, что он скрылся с места происшествия, когда наехал на своем мотоцикле на группу велосипедистов, в результате чего один из них попал в отделение интенсивной терапии. Но Билл оказался не единственным, кто снова попал в неприятности с законом. Кевин, который снова вернулся к своей фамилии Каракаш и обещал стать тем человеком, каким хотела видеть его мать, был арестован в 2016 году после драки в бильярдной. Он ударил оппонента треугольником для бильярдных шаров. После этого он осел в городе Сарасота, Флорида, и, кажется, ведет вполне тихий образ жизни. Убийство Дайен Кайн остается нераскрытым.
Билла никогда не обвиняли в ее гибели, а Кевина защищает закон. Он не может дважды предстать перед судом за одно и то же преступление. Муж и сын Дайан Кайн продолжают называть друг друга убийцей, и нет сомнений в том, что один из них прав.